Доброго всем времени суток, добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Спасибо вам огромное за то, что вы со мной, за вашу поддержку, за ваши лайки, подписки. Спасибо за то, что делитесь своим сокровенным, своими историями. Благодарю вас. Тема сегодняшнего расклада. Какие перспективы у ваших отношений? Сегодня мы рассмотрим, собственно, что может вас ожидать, да, с вашим загаданным вами партнером. Для начала сделаем сигнификацию этого мужчины. Вы, пожалуйста, о нем подумайте. Вспомните его глаза, улыбку, тембр голоса. Какой он, этот мужчина. Если сейчас срезонирует, вы его узнаете, значит, есть смысл смотреть дальше. Один вариант. Итак, думайте о нем, пожалуйста. Какой мужчина? Закрывается что-то он. Закрывается от женщины, от музы. Яркая, харизматичная, талантливая райская птица. Ну, давайте сейчас будем уточнять. Может быть, это она от него закрывается? Мне тут, скажи, карта счастья перевернулась. От счастья он своего закрывается. Ладно, юмор у меня такой. Так, мужчина, покажите. И на этих словах вышел вампир. Да, мужчину, пожалуйста. Покажите мужчину. Интересное сочетание. Так, девочки, уточняем. Так, это мужчина, этот вампирчик, да? Девочки, он, скорее всего, ведет себя очень некрасиво. Ну, это так мягко сказала, да? Потребительски. Карта вампир, ну, берет больше, мало, меньше отдает, может быть, хотел сказать, нервы мотает. Род семья, в семье. Так, или это его окружение? Интересно. Видимо. Какая-то интересная история такая. Без бутылки корвалола не обойдешься. Я вам хочу сказать, вот это вот какое-то потребительское отношение, так уже ни на одного мужчину я наговаривала, почему-то в его окружении это распространено. Вполне возможно и в семье. Знаете, платят старицы ему, да? То есть, если мужчина как-то себя ведет так не очень красиво, а я доложила именно на семью, и у меня тут вышла интересная картинка. Карта всадник, карта шабаш и карта князь. Вполне возможно, мужчина по карте князь. Статусный, интересный, лакомый кусочек для многих женщин. Если карта всадник очень часто у меня так проигрывается, то есть мужчина может на стороне иногда, я не говорю постоянно, но иногда как будто бы, знаете, проигрывать какие-то легкие, ну давайте так, флиртовать, особо не задумываясь о последствиях. Вот так вот может быть. Но я вам хочу сказать, что в семье у него по этому поводу 100% знают, да, ну, догадываются, знают. И могут там устраивать по карте шабаш там ему конкретную взбучку. Жизнь ему не облегчают. При этом урожай и вампир. Может быть, даже в семье там негласное какое-то как соглашение, договоренность. Почему-то мне так идет. Может быть, если мужчина денежный, ну, вы сами понимаете, материально обеспеченный, то может как откупаться. И тут периодически могут даже в семье, там, если есть постоянная женщина, то она может даже типа закрывать глаза на это. Но она все равно не согласна с его с таким поведением. Тут как-то, я бы сказала, взаимовыгодные отношения, но по факту ни один, ни второй особо счастья я не вижу. Ну уж извините, так мне идет. Тут фатально карта вечная невеста и карта семья.
Видите? Это говорит о том, что ситуация настолько какая-то тупиковая, настолько уже, может быть, давно она длится, и люди варятся в этом, и живут в этом. Вечная невеста и семья, это говорит мне о том, что вот карта вечная невеста, это характеристика на человека, который, может, и прикладывает усилия, и надеется на что-то, но он не получает желаемого. То есть в семья рядом. Мне кажется, ни один, ни второй, ни партнер как будто бы не могут получить того, чего они хотят на самом деле. Вечная невеста, это он, тупик, это женщина. Ну вот, скорее всего, тут даже женщина больше страдает, я вам хочу сказать, в этих взаимоотношениях. Она тут проигрывается у меня уже с мечом, да, где-то она все умная, ну не глупая, по крайней мере. Мудрой не назову, да, раз в такую ситуацию попала и не хочет конкретных шагов делать для того, чтобы из нее выйти. Может, пытается как-то, но мужчина на самом деле как-то в состоянии по карте тупик, как будто тоже не видит выхода из данной ситуации. Может, знаете, вот по этим картам вот у меня такая складывается картинка. Как будто бы вот люди могут говорят, да, где эти счастливые семьи? Ну, что, у всех какая-то там засада, да, назовем это так. У тех проблемы, у тех дети счастливые семьи, их нет. Вот имеем, то что имеем. Такое какое-то капец. Состояние непонятное. Женщина, может быть, даже там тут шабаш, тут разочарование в этой семейной жизни. Может, она и пытается бороться за то, чтобы сохранить этот союз, но при этом даже я не могу сказать особо любовь, не любовь с ее стороны. Скорее, нежелание потерять, может быть, ресурсного в плане материального состояния мужчину. Но вот по эмоциям тут как-то большие проблемы. И еще параллельно какая-то тут идет, как знаете, нить одна и вторая. У этого мужчины могут быть, ну, не знаю, насчет взаимоотношений, но, ну, давайте так, общение какое-то. Женщина-ведьма, ведающая. Это не вот эта женщина, сразу говорю, это еще какая-то другая есть женщина. Но тут вот почему-то карта марионетка, карта медведь и карта сова. Такое ощущение, как будто бы, если это ведающая вот эта женщина, то она как-то то ли дала понять, то ли в принципе ей бы хотелось бы по карте медведь, чтобы мужчина брал ответственность и в том числе материально вкладывался в отношения. А насчет вот тут марионетка, не знаю, то ли были какие-то иллюзии по поводу того, что он может действительно как-то проявляться как вот заботливый мужчина. Ну, судя по всему, это какие-то манипуляции были. То есть, может, много обещал, мало делал. Или же он, этот мужчина, считывает так, что это манипуляция со стороны этой женщины, а он особо не готов к этому. В любом случае, какая-то на вот эту женщину показывает, что то ли она сама по себе мудрая, то ли она после коммуникации с этим мужчиной, после вот такого вот плотного общения, после вот этих непонятных попыток манипулирования поумнела. Да, вот как-то так мне идет. Читаю, как два вектора развития у этого мужчины. Ну, мне кажется, тут может быть даже две женщины. Ай. Так, что еще посмотреть, да, не знаю. Перспективы ваших отношений. Вот это вот сочетание, еще раз уточню, фатально, как будто бы не везет ему в семейных взаимоотношениях. О чем это? Вот опять у меня выходит эта карта всадника. Вот тут, ну, не хочу наговаривать на него. Вот, не везет отчасти. Почему? Потому что он старается дополучить то, что вот он не имеет в семье или уже не имеет. На стороне девочки. Он может самоутверждается, может как-то, я не знаю, нежность, любовь, заботу какую-то он пытается дополучить. При этом, девочки, вот там эта карта медведь мне говорила о том, что взамен он особо не дает там ни черта. Всадник это, девочки, когда захотелось, примчался там, получил все по нижним чакрам и умчался назад. Ну, логично, что тут нет в семье покоя и удовлетворения, потому что там на стороне он где-то что-то добирает.
Подпишись на канал и поставь лайк. Не стесняйся. Так, смотрим. Какие перспективы у ваших отношений? Для начала пару карт эмоций этого мужчины к вам. Прям вот так вот выложу. Сейчас, на данный момент, когда мы открыли это видео. Ну вот, сейчас опять павлин вышел. Девочки, ну что хотите-то? Ну, бросайте меня чем-то вкусным. Так, ладно. Если выходит он мне, ну куда я его засуну назад? Того павлина. Так, какие перспективы ваших отношений? А сейчас мы посмотрели его эмоции к вам в данный момент. Ну, смотрите, тут сердечко. Человек к вам испытывает эмоции. Могла бы, конечно, назвать это любовью, но тут, знаете, как можно посчитать? Эгоист, у которого вроде бы как проблески любви, но ему фигово от этого. Эта любовь приносит ему боль, разочарование. Он, плачет, понятно, утрированно. Сердце плачет его. Так, эмоции, это же он, павлин, я правильно понимаю? Да, при этом по луне, девочки, знаете, может до определенного момента создавать такую, хотел сказать, дымовую завесу, да, в плане может себя так преподнести, может, как-то завуалированно, может образ такой создать, что даже сразу, может, и не поймете, какой он, да, а потом только до вас дойдет, что понятно, мужчина очень себя любит, он для себя на первом месте, но как бы там ни было, но Луна еще, кстати, зависимости, у Луна это еще непонятные форматы взаимоотношений, Луна это когда человек очень много о себе скрывает, тайна, недоговоренности какие-то, умалчивание, да, замалчивание. Вот у меня выскочило разбитое сердце, крест, темница. Ну, если и башня, да, темница и башня, это как будто бы давным-давно нужно разрушить то состояние, в котором он находится. Если это касается семьи, там каких-то взаимоотношений в семье, то, девочки, он чувствует себя со связанными руками, и тут как будто бы давно уже это пора разрушить, но почему-то это не разрушается. И карта креста, где-то он понимает, что это состояние, в котором он пребывает, состояние разбитого сердца. То есть разбитые мечты, иллюзии, ожидания. И карта крест, он сам отчасти в этом всем виноват. Тут как будто бы уже столько накосячено, столько всего уже изгажено. Да, вот какие-то шансы, которые можно было брать, они не брались. Там, или это все как-то исковеркано, так все было. Так. Ну, к вам эмоции, да? Так. Где-то, может, если даже павлин у меня вышел в отношении вас, человек мог самоутверждаться, мог показывать свой эгоизм, но при этом эмоции есть. Ну, почему тебе плохо от этих эмоций? Что он ждет инициативу от женщины? И что, дождался? Карта крысы? Нет. Ну, что? О чем это темница связана? Ну, как будто бы мог ждать, мог даже, знаете, какие-то надежды лелеять по поводу того, что вам, может, это нужнее как-то. Ну, тут по карте, что он дождался, то что у него связанные руки, как в темнице, и карта крест, разочарование во всем этом. Карта крысы, это с его стороны подлость? Нет, с вашей стороны. Тут даже могут претензии в вашу сторону быть. Вы ангел и демон, как будто бы не до конца вас понимает. Где-то даже, я вам хочу сказать, вы ему интересны даже тем, что, может быть, знаете, как укрощение строптивой. Так ему хотелось вашу увидеть какую-то реакцию такую. Если вы там не бежали, не выполняли все по первому требованию его хотелки, а показали какой-то там, ну, не знаю, характер, что-то как-то нестандартно себя повели, то ему даже как будто бы его это задело, но в плане не оттолкнуло от вас, а наоборот, вы стали ему интересней. Ну ладно, тут что-то какая-то такая Санта-Барбара. Так, давайте бегом смотрю то, что должна посмотреть. Какие перспективы у ваших отношений? По вот этим картам еще скажу.
как будто бы у мужчины был какой-то то ли план, то ли надежда, что, может быть, отношения с вами, допустим, будут проходить так, протекать, да, как-то сформированы быть, сейчас я выговорю, как ему хочется, как он запланировал, как ему удобно, как ему выгодно, может быть, где будут его потребности закрыты, а тут потом нет, что-то разочарование, слезки, все пошло не так как-то. Итак, какие перспективы у ваших отношений? Перспективы ваших отношений. Перспективы. Вы, пожалуйста, думайте об этом мужчине. Думайте что-то хорошее. Перспективы ваших отношений. Как видят высшие силы, какие перспективы у ваших с ним взаимоотношений? Перспективы. Перспективы ваших с ним взаимоотношений. Начинаем. Перспективы. Мечты мечтами, надежда надеждами, но перспективы каковы? Девочки, а что-то мне показано, что вы сами от него можете закрыться, и через время даже. Где-то осознав даже свою, скажем так, значимость свою, может быть, ценность где-то осознав, где-то, может быть, в какой-то период времени у вас, скажем так, приоритеты поменяются в жизни, может быть, даже перегорите, да? Так, не знаю, насколько вас это радует. Так, иллюзия, сила. Но не навсегда. Так, сейчас. Какие перспективы ваших с ним отношений? Так интересно, тут прям карта собака, это друзья, и дальше вышел у меня этот нарцисс, самовлюбленный мужчина, который себя в зеркальце целует. Карта нерешительность. Интересно, как будто бы мне говорят карты, по идее, можно было бы даже друзьями остаться, но как с ним останешься другом, если человек все равно себя как-то вот так вот несет, любит. Любить себя это здорово, но как-то тут самовлюбленный, настолько какой-то эгоистичный. Так, тут, знаете, от вас там зависит, понятно, многое, но тут как будто бы уже тут же высшие силы, как будто бы то ли вас разводят на время. Сейчас. У кого-то прям будет Санта-Барбара продолжаться через время. Так, сейчас вот рассказываю все, что мне приходит в голову. Все, что как могу считать. Карта звезда, это может быть расстояние между вами. Расстояние на физическом плане, да, то есть там, вы в одном городе, он в другом, или в принципе расстояние друг друга давно не видели. Тут и ментальное может быть как охлаждение расстояния. При этом вы для него очень яркая, привлекательная, но он при этом же и считывает то, что вы закрываетесь от него, уже не знаю как-то. Дальше, девочки, какие-то иллюзии, может быть, ваши. Карта сила. Сейчас я доложу, о чем это перспектива. Сила это вас тянет. Это его. Девочки, тут так интересно. Я спросила. Карта иллюзии, карта сила. Сила это сексуальное влечение, притяжение, именно в эротическая колода. Я взяла эту карту. И я спросила, это вас так тянет к нему? Нет, у меня карта гроб выпала. А на него я спросила, карта луна. У мужчины вполне возможно, знаете,
будет какой-то такой период, где его настолько будут к вам тянуть. Вот как-то, знаете, даже может быть зависимость, даже это я не буду говорить любовь, но вот карта Луна и сила, это как магическое какое-то воздействие. Я ни в коем случае там вас ни в чем не обвиняю, но это может быть такое какое-то влечение, которое он сам себе не сможет даже объяснить. Зацикленность какая-то. А с вашей стороны, скорее всего, вы даже подостынете, если можно сказать. Наверное, забудете его на какое-то время. Или периодически будете забывать о нем. При этом ощущение такой, какие-то иллюзии. У вас как будто бы, да, вот смотрите, на вас спрашиваю, карта лед. И где-то происходит та самая, я же говорю, переоценка ценностей. Может быть, даже этих взаимоотношений. Может, как-то критически наконец-то сможете посмотреть со стороны на всю эту ситуацию. И где-то идет даже, может быть, какое-то, знаете, рациональное такое, как бы вам сказать, взвешивание. Со стороны, опять-таки, посмотрите и скажете, а какие, собственно, потребности в отношениях с этим человеком я закрываю. Что мне хорошего в отношениях с ним сейчас. Не когда-то там было, а вот сейчас, по факту. Вот, если я с ним сейчас буду. Тут, а у него, наоборот, тяга какая-то к вам идет. Вот тут зависимость даже. Сексуальное больше влечение. И тут у меня, девочки, еще карты. Именно у него какое-то идет постоянно ощущение того, что вот ваши души как будто бы сливаются, прям сердце, вот тут как слияние. Видите, мужская, женская фигурка, какие-то бабочки летят, тут прям райские цветы распускаются. Может быть, вот, чем дольше он будет на расстоянии от вас, то тут как будто бы какая-то, знаете, прям идеализация вас, ваших отношений. Вот тут такое. Потом, может быть, будет опять период какой-то такой, карта собака. Это вполне возможно будут попытки, я правильно понимаю, со стороны этого мужчины будут попытки к вам чисто как дружески приблизиться. Ваша карта. И что? Тупик. О чем это? С его стороны. А с его стороны карта скука вышла. Он будет скучать по вам. Ну а с вашей стороны почему-то ваша карта, карта тупик. То есть вы то ли не... Даже... Я не понимаю. Похоже, что... тут дальше карты вот эти вот, смотрите, нарцисс. Это говорит о том, что мужчина может быть как-то пытаться с вами отношения, то ли, знаете, дружеского формата какие-то, да, пытаться выстроить. Но тут же вы где-то будете смотреть на него, на какие-то проявления, вроде как друг, но тут же какой-то самовлюбленный. Мне кажется, у вас какое-то такое сложится о нем впечатление. Карта тупик почему-то. Вы для себя поймете, что мне тут, чего тут ждать мне. Подпишись на канал и поставь лайк. Девочки, тут как будто бы вы осознаете в определенный момент, что чего я жду, какие-то опять мечты, иллюзии, тут нечего ждать. Как будто бы вы столкнетесь даже с какой-то нерешительностью, то ли с его стороны. Давайте я доложу. Как будто бы вы опять понадеетесь на что-то, но это как будто бы опять разочарование какое-то будет. Нерешительность с его стороны. Вот, смотрите, даже нерешительность. Вот карта собака раз, карта собака два. То есть он будет вам пытаться как с другом выстроить отношения. Но даже этот формат будет непонятный, какой-то непонятный, то ли вам, то ли он даже это как-то будет вот так невнятно, это все он предлагать, не предлагать, как-то это все по карте лабиринт, это туман, неопределенность. То есть ясности вы не увидите. Карта гроб. Нет, какая ясность? Вообще ни о чем не поймешь. То есть даже если вы начнете с ним, скажем так, общаться в формате дружбы, то все равно у вас будет какое-то такое ощущение, что это вообще-то как бы совсем не дружба, это вообще непонятно, что это такое.
Потом в какой-то момент, девочки, тут смотрите, по колесничему вполне возможно понесет мужчину, по колесничему это резко захочется ему, может с вами, это с вами в отношении вас колесничий, да? Может быть дорожку протоптать, тут проложить в отношении кого-то другого. Карта дом, он в доме останется. К вам что? Ключики подбирать, а дома. Вот тут какие-то, знаете, такие многоходовочки. Его может быть вот по колесничему надумать в один момент, если тут он будет топтаться, вроде бы как дружеские форматы предлагать, потом даже не в отношении вас, он как ключики будет подбирать, а наказание, может быть, период какой-то у него в доме будет. Знаете, как, ну, не очень благоприятный там, какой-то проблемы дома, да, в дома. Может быть, в семье. И тут карта сад. Если вот как накатило что-то там, вот, неприятности, к вам может пытаться наладить отношения с вами. По карте лабиринт опять. Но опять же, это туман, неопределенность. Это ничего конкретного. Это как будто бы какие-то форматы непонятные. Тут ничего четкого нет. Какое-то такое что-то при этом скучает, при этом эмоции в отношении вас. А дальше, девочки, судя по всему, то ли вы его куда-то пошлете в эротический дали, то ли если конкретно вы зададите вопрос, что ты хочешь, да? И карта тут, короче, окончание ваших то ли взаимоотношений, то ли как будто бы расстанетесь на время опять. Да, как развилка, опять дороги расходятся ваши. Думаю, он ничего конкретного предложить вам не сможет. Ну, тучи, как будто тучи какие-то, знаете, как сгущаются. И, может быть, если он не свободен, опять карта род, семья. Вот такой, как какие-то, знаете, качели. До конца не определился. И там вроде хуже в семье. Он может к вам проявляться. При этом лишний раз созвучивать, мы друзья, да, но вы по его поведению не сможете понять. Понимаете, что не просто друзья. Но и давать вам что-то, какие-то надежды он не готов. Потом вроде как в доме может что-то наладиться, то понятно, что вы его пошлете. Такое что-то. Ой, колесо фортуны. А потом, девочки, опять по колесу фортуны. Время проходит, колесо прокручивается. У вас может быть встреча. Карта, смотрите, подарок, как будто бы вам небеса могут послать еще раз встречу какую-то. Но, я вам хочу сказать, за этой встречей сразу идет карта борьба. Мужчина то ли, может быть, и тут радость вы будете испытывать. Но дальше отношения все равно носят вот такой характер. Он, может, самоутверждается. Где-то что-то пытается вам навязать какие-то правила игры. Где-то он даже обороняется. Это не похоже на вообще какую-то, не знаю, не то, что там семейную идиллию, это даже на любовную историю толком не похоже. Тут какой-то идет процесс, то ли мужчина в моменте как-то пытается приспособиться, как ему лучше. До конца он и там несчастлив, и тут он не рискует. В общем, трындец какой-то, извините. Борьба, а чё? Вот борьба, и вышла мне на него тяжелая ноша. Вот тяну тяжелую ношу. И в то же время сердце люблю. Но непреодолимые препятствия. Ты хочешь сказать, что мужчина, что тебе с девочкой, которая смотрит расклад, тяжело построить отношения? Карта безденежья. Я в ней нуждаюсь. Но как будто бы я не ресурсный. Может быть, через время. Ну, девочки, эти качели, если они нужны кому-то, делайте выводы. Если других вариантов нет, если мазохистка, то ну, ваше дело, извините. То есть ты в девочке нуждаешься, но конкретного ничего предложить ты не можешь, да? Карта змея, искушение, соблазн, секс могу предложить. Вот такое, может быть. Карта воительница. Замок. Причем история какая-то такая. Ну, если он опять не свободен, так, чтобы по карта замок это было скрыто от какой-то женщины. Так, чтобы эта женщина, может, если это постоянно есть супруга, там, допустим, не узнала. Потому что она с мечом, она звездюлей даст. Извините. Чем хорошим не закончится.
Ну, я даже не знаю. Давайте я спрошу. Совет вам, совет карт вам в отношении этого мужчины. Вся жизнь игра, и все мы актеры, да? Играйте. Игра, что? Мудрость. Корабей. Ну, вот, девочки, то, что вышло, вот я могу вам прочесть. Они говорят, ты можешь играть еще в эти игры какое-то время, да, но рано или поздно ты помудреешь. Ну, не говорю, кто виноват, кто прав. Тут просто говорят, если ты готова вот играть в эти игры, то, ну, не нужно там, простите, может, скажу жестоко, наверное, жестоко. Ну, если ты принимаешь правила игры, то, соответственно, не нужно потом предъявлять претензий. И если изначально ты готова вот играть дальше, продолжать эти игры, то не нужно тогда примерять на себя роль жертвы. Ну, ты полную ответственность за свою судьбу. Карта сова. Потом помудреешь, может быть, осознаешь по карте скоробей свою ценность. Да, но как будто бы ждать постоянно вот эти качели, карта парусник, и в ожидании того, что пребывать, что вот-вот что-то изменится, вот-вот именно в этих отношениях, в этом формате влетит что-то новое, лучшее, ждать каких-то этих известий, потому что разведется, может определиться. Вам говорят по карте коса, не жди, ну не жди, ну то есть тут вам предлагают как совет карта работать, но работать больше для карта звезда. Работать над чем? Может быть, над реализацией воплощения своих каких-то мечтаний заветных. У кого-то в идеале работать над тем, что рано или поздно с ним будет звезды, это расстояние. Тут, как изначально у меня вышла звезда, расстояние. И работать над тем, что, ну, если ты будешь прям связывать свои, ну, извините, мечты с ним, то, к сожалению, это разбитое сердце будет у тебя. Как-то так. Может быть, даже вас как подготавливают для того, чтобы у вас еще какое-то есть время вот побаловаться, если вы хотите как-то игра, поиграть в эти игры. А в будущем нужно даже для того, чтобы обезопасить свое вот это сердечко разбитое. Может быть, как-то плавно из этого выходить и где-то, опять-таки, фокус внимания с этого мужчины. Я не говорю на других мужчин, это легко сказать, трудно сделать. Но на себя, на свои какие-то хотелки, желания, на свою жизнь. Так вот, скажем так, больше сфокусироваться на другом, девочки. Все, мои хорошие. Кому было интересно, полезно, ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо огромное за то, что вы со мной. До новых встреч.